Всем привет, друзья! В этом видео я покажу, как можно сшить вот такой симпатичный рюкзачок с элементами плетения из старых джинсов. Итак, приступим. Я взяла старые ненужные джинсы, и для начала мы отрежем одну штанину до кармана. Далее разрезаем эту штанину по внутреннему шву. Я проглажу, чтобы удобнее было сшить дальше. И срезаю швы снизу и сбоку. Затем складываем пополам. Это будет высота нашего рюкзака. И разрезаем. Это будет дно. Итак, эта деталь у нас будет служить задней стенкой рюкзака. Выравниваем ее. Передняя часть рюкзака у нас будет шире на несколько сантиметров. Я оставляю примерно по 2 сантиметра с каждой стороны. За счет того, что ее мы будем разрезать и вшивать туда карман. Вот таким образом я складываю пополам, от центра откладываю по 10 сантиметров и разрезаю переднюю часть нашего будущего рюкзака на 3 части. Вот так, центральная часть, 2 боковых. В центральную часть мы будем вшивать карман. Далее отрезаем вторую штанину следующим образом. Переднюю часть штанин мы отрезаем максимально высоко до карманов верхних, чтобы использовать больше ткани, больше материала. Заднюю срезаем до кармана. Из верхней детали штанины выкраиваем клапан. Размеры я указала на видео. Его можно построить самостоятельно. Делаем припуски по 1 сантиметру с боков и снизу и 2 сантиметра сверху клапана. И из оставшейся части штанины мы будем выкраивать лямки для рюкзака. Я срезала лишние швы, выровняла деталь и отмерила по 8 сантиметров на 69 сантиметров 2 лямки. Готово. И из оставшейся части штанины будем выкраивать дно. Размером оно 27 на 10 сантиметров. И края я закруглила. Выкраиваем с припуском 1,5 сантиметра. Для укрепления дна я взяла брезент, вот такой плотный, и мы пришьем его к дну. Врезаем ровно по выкройке нашего дна. Готово. И нам осталось выкроить ручку и карман. Ручку я выкрою из вот этой части джинс, чтобы сэкономить расход полотна. Ручка у меня будет также шириной, как и лямки, 8 сантиметров. В готовом виде будет 3 сантиметра, так как припуски еще на швы. Длина лямки у меня составляет 24 сантиметра со всеми припусками. Итак, у нас остался вот такой клочок от джинс. Из него мы вырезаем карман размером 20 на 20 сантиметров. Наш карман готов.
И сейчас я покажу, как мы будем делать плетение из полосок на карман и клапан. Разрезаем любые остатки от старых джинс разных оттенков и цветов, так даже будет лучше и интереснее смотреться на полоски, по 4 сантиметра, загибаем на 1 сантиметр и еще на 1 сантиметр и проглаживаем. Они могут быть разной длины. Вот такие получились у меня. И я еще сделала от разных обрезков джинс вот такую кучу полосок. Если полоски короткие, то их можно сшить на зигзаги, потом мы просто их в плетении, этот шов, спрячем. Итак, начнем с клапана. Располагаем полоску под углом 45 градусов, чередуя разные оттенки этих полосок, и просто их выкладываем по форме клапана. Далее берем длинную полоску и по центру клапана, перпендикулярно уложенным полоскам, начинаем переплетение. Вот таким образом мы спрячем шов на полоске под другой полоской. Готово. Первую полосочку мы вплели. Теперь начинаем вторую с одного бока и с другого бока до краев плести. Готово. Теперь переворачиваем на обратную сторону и проклеим флизелином или дублерином. Это такая ткань с клеевой основой. Это мы делаем, чтобы нам удобно было дальше с плетением работать, чтобы оно не рассыпалось. Вот так проглаживаем утюгом. Затем я прикладываю наш клапан и вырезаю по форме клапана плетение. Готово. Теперь мы прошьем деталь клапана с плетением по бокам и по низу на ширину 1 сантиметр. Готово. Я обрежу полсантиметра от плетения, чтобы было легче выворачивать, деталь смотрелась аккуратнее. Также я сделаю в закругленных местах надсеки. Теперь выворачиваем, и наш клапан готов. Точно такое же переплетение сделаем на кармане. Готово. Сверху карман я обработала бейкой из джинсовой ткани также. Наши плетеные детали готовы. И теперь мы будем сшивать карман следующим образом.
Шов будет на 1 сантиметр от края. И далее сошьем 2 детали нашей сумки по бокам. Готово. Выворачиваем, посмотрим, что получилось. Вот так смотрится вшитый карман. Далее будем шить подкладку. Для этого я взяла ненужную мужскую рубашку и выкрою по форме сумки. Вот такой прямоугольник с припусками. И также выкрою из этой же рубашечной ткани дно. Я прострочу застежку рубашки и уберу пуговицы. Также прострочу бока и притачаю дно. Итак, наша подкладка готова. Здесь ничего не раскрывается, и пуговицы я убрала. Вот так она будет выглядеть внутри. И теперь займемся лямками и ручкой для рюкзака. Итак, наши заготовки. Я решила их укрепить, опять же, клеевой, чтобы они не растягивались. Вырезаем по форме ручек, оставляя припуски на швы по 1 сантиметру. Затем проглаживаем утюгом, приклеиваем наш дублерин. Я заутюжу на сантиметр с каждой стороны ручки. И затем пополам. Чтобы нам потом их не выворачивать, мы сразу дадим отделочную строчку с 2 сторон. Готово. Вот такие ручки получаются. Далее, перед тем, как пришить дно к сумке, я соединю 2 детали строчкой. Теперь пришиваем дно к сумке. Сначала я приколю булавками. И одновременно снизу с внутренней части, ближе к краям, мы вставим наши лямки. В тех местах, где у нас идут лямки, пришиваются к дну сумки, мы пройдемся несколько раз туда-сюда, чтобы их закрепить. Готово, мы пришили дно вместе с лямками. Далее я сделаю надсечки на скругленных краях, чтобы легче было выворачивать. Далее мы вложим подкладку в сумку, и у нас останется доделать рюкзак одним швом.
Сверху рюкзака у нас будет кулиска, куда мы будем вставлять шнурок для затягивания. Прямо в шве, который у нас спереди, я оставила вернее небольшое отверстие, туда мы будем вдевать наш шнурок. И для этого мы сейчас сформируем кулиску. Загибаем сначала на 1 см вместе с подкладом, затем на 2 см. Это и будет наша кулиска. Далее к внутренней части кармана прикладываем наш клапан. Чтобы его было легче вшить, я 1 см от клапана срезала той части, где у нас плетение, а нижнюю часть из просто джинсы я оставила. Ее мы вложим в нашу кулиску и также прикалываем. Далее нам необходимо также под кулиску завести ручку и лямки. Прошиваем наш рюкзак на 2 мм от края, формируя нашу кулиску и одновременно пришивая клапан, ручку и лямки. Машинка моя справилась отлично. Иголку берите самую толстую, номер 100 или 110. Лапка у меня самая обычная. Готово, мы пришили. И теперь нам надо сделать еще одну отделочную строчку, вывернуть клапан, ручку и лямки немножечко вверх и вот так вот прошить. Сейчас покажу. Вот таким образом. Сделать строчку на 1 мм. Итак, готово. И нам осталась небольшая часть, это вставить шнурок и пришить кнопку. Готово. И также концы шнурка я завяжу в узелки, чтобы они не распускались. Итак, друзья, наш рюкзачок из старых джинсов с элементами плетения полностью готов. Вот такая красота получилась. Напишите в комментариях, понравилась ли вам такая идея и хотели бы вы сшить себе такой же рюкзак. Спасибо за лайки и просмотры, друзья, и всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.